Друзья, всем доброго здоровья! Приветствую вас на канале Медовик. И сегодня речь пойдет о таких элементах улья, как заставные досточки, как их называют, заставные диафрагмы, которые делят улей, делят ульевое пространство. Некоторые начинающие пчеловоды даже не знают, что это такое, некоторые их используют просто потому, что так ставят и ставят, не задумываются о их очень важной и нужной функции, и не одной, а как минимум 4 функции, которые они выполняют. И мы сегодня поговорим о их важности, значении и назначении, а также о том, какие диафрагмы лучше всего подходят для улья. В этом видео я также покажу уникальное, можно сказать, видео, которое появилось совершенно случайно из-за того, что эти заставные у меня были вставлены не своевременно. Это дало определенные кадры, показать, каким образом пчелы действительно теряют тепло, как они его пытаются сохранить и как мы им в этом поможем. Очень полную информацию относительно материалов изготовления и ответы на вопросы я разместил у себя в телеграм-группе одноименной Медовик, на которую вы можете подписаться по ссылке в описании видео или в первом комментарии. Но кроме размещенной там информации, хочу дополнить конкретно о назначении этих диафрагм, зачем они нужны и какие лучше всего использовать. Также у меня есть пару видео, в которых я показывал, как изготовить вот такие диафрагмы, легкие, теплые, практичные и действительно за копейки. Показан раскрой в тех видео, также можете посмотреть, на этом не буду останавливаться. Итак, для чего необходим этот элемент конструкции улья? Первое – это для разделения пространства улья, для создания теплоизоляции, для создания микроклимата и температурных условий, и также для защиты от конденсата зимой. Каким образом правильно ставятся эти диафрагмы в улье? Итак, используются они в основном в осенне-зимний период, а также весной, в то время, когда у нас пчелиная семья не занимает полное пространство улья. В данном случае вы видите на экране 12-рамочный додан, и в этом улье может находиться 7 рамок пчел. Соответственно, по бокам улья остаются свободные пространства, которые называют также продыхами. Если мы вставим заставные, ограничим это пространство, подставим заставные к пчелиным рамкам, таким образом у нас остается пространство, которое свободно от рамок. Для чего же нам необходимо обязательно ограничивать это пространство? В данном случае это позволяет сохранить тепло внутри самого клуба зимнего, а также весной, когда идет развитие. Каким образом они позволяют сохранять? Являясь преградой для рассеивания тепла в стороны от суммарного клуба. Следующий момент – это регулирование потока воздушных масс. В данном случае эти заставные не позволяют воздуху свободно проходить вот в этой части, перемешиваться теплому воздуху с холодным, а ограничивают распространение теплого воздуха, тем самым смещая образование конденсата на крайних рамках медоперговых, от которых может от этой влажности заплесневеть перга, вызвать различные негоразды, плесень и все остальное. И таким образом у нас влажный воздух смещается на стенки улья, которые уже не контактируют с рамками. Также следует отметить, почему я держу именно две и показываю вот так с двух сторон. Очень многие пчеловоды и сами так делают, и других учат, а говорят, что они экономят заставные досточки и делают одну. Семью смещают к одной стенке улья, расставляют рамки от стенки и ограничивают заставной. Получается вот такая картина внутри гнезда. Чем это плохо или хорошо? Первый момент, когда мы проводим осенью такое осеннее сокращение, дает нам первый недостаток – это плохая защита литка. Как правило, пчелы формируются в центре этих рамок, обсиживая расплод, который там находится. Вы же его сместили и, по сути, разместили расплод не у заставной, а поставили как положено. Мед с пергой, рамки расплода и опять мед с пергой. Таким образом, осы, шершни, залетая в литок, другие пчелы-воровки из других семей, залетая в литок, не видят какой-то охраны, особенно нижней, пролазят и воруют мед с крайних рамок, где он как раз-таки и расположен. Таким образом, семья может разворовываться, тревожиться и приводить вообще к серьезным нападам и разбиванию семей. Поэтому необходимо всегда формировать семью относительно центра литка, чтобы она защищала литки, защищала особенно нижний, верхний литок, располагаясь напротив этих литков. Кроме всего прочего,
Если это особенно касается слабых семей на 4-5 рамок, когда суммарное их количество выглядит примерно вот так. То есть уже заставная смотрит в литок или немножечко там крайняя рамка как раз манит пчел, воровок, идите сюда, здесь бесплатный мед. Следующий момент, о котором стоит сказать при таком смещении гнезда, какие есть недостатки. Это движение потока воздушных масс. Проветривание происходит через нижний и верхний литок, и получается у нас в этой части есть застой этих воздушных масс, теплых, которые контактируют сразу с холодной стенкой улья зимой, и крайняя стенка может иметь влагу, конденсат, образуется плесень на самой стенке и на крайней рамке в улье. Кроме того, развитие начинается неравномерно и может начинаться вот с этих крайних рамок напротив литка. Если мы говорим о каком-то уже весеннем периоде, потеплении, когда еще слабая семья примерно вот так сидит у нас между стенкой улья и заставной, у нас летные пчелы собираются преимущественно напротив литка, мешают другим пчелам выходить, вылетать, то есть происходит не совсем рациональное движение пчел в улье. Поэтому, как правило, классика, правильная классика, это когда мы располагаем гнездо напротив литка, центрируем. Поэтому экономить на заставных не нужно. Просто посмотрите, как их дешево сделать, и не нужно ни на чем экономить. В последнее время очень часто речь идет как раз о теплых заставных, чтобы они позволяли больше саккумулировать тепло, сохранить его. И поэтому выбор пчеловодов идет в пользу вот таких вот легких пеноматериалов, из которых изготавливают заставные. Какие были ранее альтернативы до появления такого материала? Вот у меня есть одни из первых моих заставных, ну, они сохранились, потому что я их практически не использую. А когда использую, то вот они уже приобрели такой внешний вид. Частично запрополисованы, а частично очень сильно их погрызли. Какова их конструкция? Прежде всего скажу, что размер заставной абсолютно совпадает с размерами рамки. Нижний брусок, боковые стенки — это полностью рамка Додан, как она есть, если вы используете Додан, не больше, не меньше. Следующий момент — это деревянная рамка, как обвязка с плечиками, которые стандартно цепляются внутри улья, и оббита вот такой вот фанерой ДВП называется. Внутри, если мы заглянем туда, в середину, там есть пенопласт, то есть такая заставная считается утепленной. Ну, пенопласт, я не знаю, честно говоря, насколько он позволяет пчелам сохранить тепло, находясь там внутри. В принципе, конечно, теплопроводность такой заставной, она значительна. Но эффективность от этого утепления остается под вопросом. Вы также видите, насколько они покороблены. Это все от влаги. Это я их не оставлял под дождями. Значит, следующий момент, недостаток их в чем? Они довольно-таки тяжелые. Ну, наверное, грамм по 700 у них точно есть, тяжелые. Кроме того, пчелы их очень сильно грызут. Вы видите, вот эта поверхность такая мохнатая, частично погрызанная, и вот эта заставная вот здесь. Недостаток в чем? В том, что кроме того, что как бы сам материал нарушается, да, она приобретает такой не очень уже презентабельный внешний вид. Вот эта вся мелкая стружка, вот эти вот волокна, они засоряют пространство улья, как крайние рамки, так падают на дно. Очень много этого всего остается. И если, допустим, это весна, когда у вас ограничено гнездо, там 10 рамок и ограничено заставной, или 11 и заставная вставлена, чтобы не тянули языки с краю, а здесь внутри сидели, то получается такая картина, что они эту заставную пытаются убрать, сгрызть ее, освободить место. И весь этот мусор, он распространяется по всему улью. Вот эти микростружка. Также такие заставные очень часто покрываются плесенью. Вот здесь вот эти у меня уже там когда-то была, когда зимой стояла. Я счищал, наждачкой подчищал. То есть вот здесь вот есть плесневелые пятна, которые когда-то были. То есть такая заставная довольно-таки неустойчива. Она, как и стенка улья, может покрываться определенным налетом плесени. Поэтому сейчас очень много
пчеловодов, и я в том числе, отдают преимущество вот таким заставным. В этом году я немножечко их доделал, так как нужны были и на замену, и на расширение для других семей. И по изготовлению я вообще останавливаться не буду, потому что для этого есть и другие видео. Хочу сказать о тех нюансах и вопросах, которые задавали. Значит, почему я их крашу? Они покрашены. Этот материал, который есть, кроме различных досточек, ДВП, ну там ДСП, не знаю, наверное, не использует никто. И вот этот ЭППС, экструдированный пенополистирол, который называется пеноплекс, техноплекс, пеноборд и так далее. То есть это вспененный экструдированный пенополистирол, который вот таким вот образом делают в плиты для утепления. Толщина 20 миллиметров, и он позволяет нам использовать его в улье. Насколько безопасен этот материал? Абсолютно безопасен. В свежем, только-только изготовленном выделяется небольшое количество стирола. Это вещество, которое, в принципе, добавляется в любые компоненты химические и очень летучее. Поэтому, когда вы уже его покупаете в магазине, пройдя различные склады, доставки, терминалы, скорее всего, что там уже нет этого стирола, он улетучился. Для чего же я все-таки их окрашиваю? Для того, чтобы какие-то остатки того стирола не испарялись также. Но, кроме всего прочего, самая главная цель окрашивания – это предотвращение разгрызания пчелами. Они грызут материал, он является также и мягким, немного мягким, но этот, кстати, довольно-таки жесткий. Поэтому, когда будете брать, есть разная плотность, берите как можно плотнее, чтобы он не продавливался пальцами. А если и давится, то вы будете чувствовать, что он довольно-таки прочный. И вот в данном случае мы с вами видим, что этот материал является и прочным, и окрашивается для того, чтобы пчелки его не грызли. Почему-то окрашенное не грызут. Почему не грызут? Потому что, скорее всего, какой-то запах и сама структура привлекает их для того, чтобы грызть. Особенно вот здесь по краям делайте ровный чистый срез, чтобы не было зазубрин, раковин от ножа. Если никаких зазубрин не будет, будут иметь вот такой вот внешний вид, то никакого разгрызания не бывает. Также после того, как окрашиваете, говорят, что появляется плесень. Вот здесь может появляться. Незначительное появление может быть, легко с краски смывается. Еще у меня спрашивают, какой краской я крашу. Все, что я делаю на пасеке, окрашиваю ульи, крышки, окрашиваю вот такие заставные. Я делаю это резиновой краской, раббер. Я в своих видео показывал банку с этой краской. Значит, краска тоже на водной основе, абсолютно безопасно. Все из нее выветривается в процессе сушки. Запах, когда сразу окрашиваем, он немножко присутствует. Эти заставные у меня окрашенные лежат уже в теплом помещении 2 недели. Абсолютно никакого запаха от них уже не исходит. Поэтому... Если нет запаха, если нормальная, не мягкая структура, без зазубрин, раковин, то пчелы грызть не будут. Еще одна причина, почему грызут. Грызут в момент расширения. То есть, если сейчас мы с вами в этот период, когда у нас зима на носу, поставили эти заставные, пчелы их грызть не будут зимой. Весной, когда семья хочет расширяться, она понимает, что есть свободное пространство в улье, и именно вот эта штука им мешает. Тогда они начинают пытаться разгрызать вообще все. И такие, и будут пытаться и дерево грызть, и так далее. Поэтому в таких случаях нужно просто своевременно расширять семьи. И тогда уже можно к одной стенке и наращивать рамочками вощинку сюда, расплод сюда и так далее. То есть это уже пошла дальше такая технология наращивания семей. Также попадались экспериментальные варианты, которыми люди пользовались, и многие пользуются сейчас. Это заставные покрывали фольгоизолом. Фольгоизол отражает тепло внутрь, также является теплым материалом, но фольгоизол очень легко прогрызают. И довольно-таки с ним много мороки, там степлером прибиваете, потом по этим скобам, где вы степлером прибили, они там тоже начинают грызть, и материал получается недолговечным. То есть вот такие заставные, они наиболее долговечные. Есть еще вариант обматывания их пленкой, но на пленке конденсат выпадает намного активнее, потому что пленка является холодной сама по себе, и тогда теплоизоляция от этой заставной, она снижается за счет использования пленки или скотча.
Ну и еще один вид заставных – это заставные из ППУ. То есть такой же материал, как ППУ ульи, пенополиуретан, наиболее прочный, но дорогостоящий. В сравнении с этим вариантом, конечно, цена намного больше, но они по качеству, конечно, самые качественные, являются самыми качественными. Также стоит отметить, я думаю, что кто-то скажет, а я вот всегда ставлю к одной стенке и ставлю только одну заставную, и у меня все хорошо. Ну, хорошо и хорошо. Я рассказываю, как должно быть относительно нескольких правил, нескольких моментов, и в том числе и вот этого вот климатического момента. Потому что чем сильнее семья, допустим, если у меня семья занимает 10 рамок, я редко ставлю 2 заставные. Как правило, к одной стенке смещаю, ставлю одну заставную. Но могу поставить и 2. Бывает по-разному, зависит от некоторых факторов и подготовки семьи. А вот здесь в этом моменте хочу ответить, что когда у нас улей деревянный, то все же лучше использовать 2 вот такие заставные из ЭППС и оставить там некоторые воздушные такие вот продыхи, потому что воздушные массы, которые у нас без активного перемешивания воздуха за ними, также являются теплоизоляцией. Поэтому лучше делать именно таким образом, центрировать. Если у вас улей ППУ и вы сместили к одной стенке, литок перекрыт, охраняется, все прекрасно, это замечательный вариант сэкономить на заставных, потому что ППУ как раз-таки в плане, в сравнении с деревом, в этом плане выигрывает, потому что он такой же теплый, не конденсирует внутри и так далее. Конденсат на ППУ всегда сверху. Утром на рассвете, там, когда меняется температура, у нас всегда ППУшные ульи сверху, снаружи мокрые. Сейчас посмотрим, как у нас в этом улье сидят пчелы без заставной. Расстояние между крайней рамкой и стенкой улья составляет примерно 6 сантиметров. И у нас на крайней рамке есть мед. И у передней стенки сидят пчелы. И вот если мы посмотрим внимательно, как они сидят, то они занимают практически половину этого пространства. Вот посмотрите, если мы снимаем сверху, виден конкретный такой бугорок. То есть они сидят такой шаровидной формой, полусферой. Почему? Потому что таким образом они вот в этой части, где их намного больше, пытаются согреть мед для того, чтобы его взять. То есть у них есть потери тепла. Я думаю, это понятно, что под тонким одеялом намного прохладнее, под толстым одеялом теплее. Именно это они и делают. То есть они создают условия, в которых потери тепла будут меньше. Наша задача, если мы таким образом сформировали пчел в зиму, сделать так, чтобы у них было везде одинаковое пространство. В данном случае аккуратно вставляю заставную новую. Почему у меня ее здесь не было сразу? Потому что я вот такой вот в этом году нерадивый пчеловод. Не успел сделать вовремя заставные. Пасека расширилась, семей стало больше, заставных не хватило. И вот так я их поджимаю. Теперь у них будет нормальное расстояние здесь. И у них не будет потерь тепла на эту величину пространства. Соответственно, ну и плюс сама заставная теплая. Они смогут там эффективно зимовать, не кучковаться, распределиться большей площадью. И вот такой еще один нюанс, посмотрите, обязательно в крайней улочке у нас должны быть пчелы. Чтобы не было такого, что у вас стоят заставные, но функцию они практически никакую не выполняют. Здесь пчелки сидят от передней стенки и вот до центра мы их видим. Итак, друзья, по заставным рассказал все, что знал, все, что считаю важным. И многие у меня спрашивали по поводу поддержки канала из-за рубежа в валюте. Я сделал WavePay, который поддерживает и доллары, и евро. Если у вас есть желание поддержать мой канал, мои проекты, вы можете задонатить, выбрав валюту. Ссылочка находится также под видео и в первом комментарии. Спасибо всем за ваши комментарии, за обратную связь. Это очень важно, очень ценно, потому что очень часто люди, которые чем-то недовольны, оставляют свое недовольство, а те, кто благодарен, не всегда отписываются. Поэтому, если видео вам понравилось, напишите что-то хорошее. Вам всего прекрасного, крепкого здоровья и успешной зимовки вашим пчелкам. А самое главное, теплой зимовки.